Скоро Рождество, Новый год и все новогодние праздники. Поэтому сегодня предлагаю подборку из 4 шикарных блюд, которые подойдут как для новогоднего стола, так и на все новогодние праздники. Все блюда будут легкие в приготовлении, вкусные и красивые. Друзья, всем привет! Сегодня будем делать сало как копченое. То бишь мы будем импровизировать. Мы постараемся сделать в домашней квартире сало как копченое, без коптильни и без дыма. Получится все очень интересно, а вкус будет просто обалденный. По виду даже никто не сможет предположить, что это сало было сделано без коптильни. И для начала нам понадобится кусок сала, проросшего с мясом. Кусок должен быть примерно от кило до 1,5. Берем кастрюлю подходящих размеров, в моем случае она была 3-литровая. Нам понадобится луковая шелуха, хорошо очищена и так, чтобы на ней не было нигде грязи. Луковую шелуху добавляйте примерно так, чтобы было пол кастрюли, но не трамбуйте. Дальше сюда же в кастрюлю отправляем 3-4 лавровых листика, 6 штук черносливин, но без косточки, 2 столовые ложки сахара, 4 столовые ложки соли с горкой. Затем я еще добавляю несколько горошин кориандра и 4-5 горошин душистого перца. И самое главное, все, что сейчас вот это есть в кастрюле, нужно заливать холодной водой. 1,5 литра. Еще раз повторяю, вода должна быть холодной. Затем берем ложку и все немного перемешиваем. Это для того, чтобы сахар и соль хоть немного, но растали. Затем нам нужно взять наш подготовленный кусок сала, вот так вот аккуратно его уложить в кастрюлю. Если вам будет воды не хватать, воды нужно залить так, чтобы все сало было покрытое водой. После того, как вы замочили сало уже в воде с шелухой, отправляем кастрюлю на плиту и включаем средний огонь. Накрываем все крышкой и дожидаемся, пока вода закипит. Периодически нужно поднимать крышку и смотреть, не закипела ли вода. Также можно ложкой немножко все помешать, чтобы равномерно распределить шелуху по всей кастрюле и смотреть, чтобы сало было покрыто водой. Ну и смотрите, когда вы поднимете крышку и увидите, что сало уже у вас хорошо кипит, закрываем опять крышку назад и на таком вот огне выдерживаем сало ровно 30 минут. Ни больше, ни меньше. Ровно 30 минут. И после 30 минут кипения сала в этой воде вместе с шелухой, огонь на плите полностью выключаем, берем ложку, немножко шелуху приподнимаем так, чтобы накрыть ею сало, накрываем крышку и в таком вот положении нужно все оставить до полного остывания воды. В моем случае кастрюлька будет стоять вот так вот целую ночь. Затем нам нужно взять тарелку подходящих размеров, достаем сало из кастрюли, очищаем его полностью все от шелухи, чтобы нигде не осталось ни единого листика. Аккуратно укладываем на тарелку и даем ему немножко полежать, чтобы из сала ушла вся лишняя вода. Чтобы быстрее ушла вся лишняя вода из сала, мы его немножко просушим бумажными полотенцами. Дальше я заранее очистил одну головку чеснока. И вот этот весь чеснок нам нужно пропустить через чесночный пресс в небольшую тарелку или чашку. Затем уже к чесноку нужно добавить немного черного молотого перца. Сколько добавлять перца, это решать уже вам. Как вы любите, более острые или менее острые. Чеснок с перцем нужно хорошо перемешать, чтобы чеснок немножко пустил еще сок. А затем мы берем чеснок с перцем и полностью все наше сало нужно хорошо обмазать вот так вот чесноком с перцем. Можно делать это руками, а можно так, как я, вот ложечкой. И после того, как вы обмазали все сало чесноком с перцем, берем пергамент и аккуратно полностью все заворачиваем в пергамент. Пергаментной бумаги в этом случае не жалейте, нужно сделать так, чтобы все хорошо было завернуто и нигде не было просветов. Для надежности я заворачиваю в 2 листа пергаментной бумаги. В таком вот положении отправляем сало в холодильник примерно на час, и после часа его уже можно нарезать, кушать и подавать к столу. Никто из гостей даже не будет подозревать, что вы это сделали не в коптильне. Ну что ж, прошел ровно час, ну и давайте посмотрим, что же у меня получилось в разрезе. Смотрите, кусок сала получается вот такой вот красивый, аккуратный, нарядный. Аромат стоит по всей квартире, и такой аромат, что кажется, что можно просто за один раз скушать вот такой вот большой кусок. Ну а когда вы его разрежете и порежете на маленькие кусочки, вы ничем не отличите, что это сало было без коптильни. Ну а если вы спросите, откуда же взяться копченому вкусу, я вам скажу, что взять нужно будет копченый чернослив. Если такого не найдете, можно добавить 1 столовую ложку жидкого дыма. Но я бы не рекомендовал, потому что жидкий дым – это сильная химия. Даже без копченого вкуса сало получается обалденно вкусным. Ну и второе блюдо. Куда же без них? На каждый праздник обязательно должны быть очень-очень вкусные бутерброды. Скажу вам, что эти бутерброды разлетятся на ура, так что сделайте заранее двойную порцию.
Начинаем, как обычно, с нарезки багета. Старайтесь нарезать багет так, чтобы он был как можно длиннее. Несмотря на то, что багет очень тонкий в разрезе, если его разрезать по диагонали, площадь нанесения намазки на бутерброд значительно увеличится. После того, как вы понарезали багет, его нужно отправить на сухую сковородку без добавления какого-либо масла и обжарить с одной стороны до золотистой корочки. Ну и вот посмотрите, вот до такой степени я обычно обжариваю багеты на бутерброды. Ну а после того, как вы обжарили хлеб на бутерброды, нам понадобится несколько зубчиков чеснока и соль. Берем чеснок, вмакаем в соль и стараемся натереть вот эту сторону, которую мы обжарили, пока она еще теплая, чтобы весь чеснок нам хорошо впитался в хлеб. И после того, как вы натрете все кусочки, которые вы приготовили, их нужно отставить в сторонку, пускай они отдохнут. Они, так сказать, немножечко от чеснока размякнут и не будут такими жесткими. Ну а после приготовления основы на бутерброды мы приступаем к непосредственно самой намазке. 3 отваренных куриных яйца вкрутую нужно натереть на самой маленькой терке. После яиц на той же маленькой терке мы будем натирать копченый сыр. Но чтобы сыр нам не приставал к самой терке и его было более легче натереть, мы воспользуемся одним лайфхаком. Нам понадобится подсолнечное масло и кисточка. Саму терку нужно натереть с двух сторон, как снаружи, так и снутри, вот так вот подсолнечным маслом. И тогда сыр к терке не будет никогда приставать. После того, как вы обмазали подсолнечным маслом терку, можно смело приступать к натиранию сыра. Полностью подробный рецепт, сколько каких ингредиентов, читайте в описании под видео. Все готовые ингредиенты мы будем отправлять в отдельную глубокую тарелку. Затем нам нужно взять небольшой пучок зелени, в моем случае это была петрушка, и мелко-мелко ее нарезать. После зелени нам нужно взять 3 зубчика чеснока, пропустить их через чесночный пресс в общую тарелку. Ну а дальше нам понадобится любая банка рыбных консерв в масле. В моем случае это будет салатный тунец. Полностью всю банку нужно отправить в тарелку, но предварительно нужно полностью все масло слить в отдельную посуду. Затем нужно взять ложку или вилку и все нужно немножко перемешать. И в конце нам нужно добавить еще один ингредиент. Это будет майонез. Добавить нужно будет 2-3 столовые ложки. Затем опять-таки все нужно хорошо перемешать, чтобы все ингредиенты очень хорошо перемешались. Немножко попробовать, и в моем случае нужно добавить еще немного соли и перцу. Все посолить, поперчить и опять все перемешать до однородного состояния. Ну и вот в таком вот уже готовом виде вот эту штуку можно подавать как отдельное блюдо, отдельный готовый салат. Но мы делали это все для намазки на бутерброды, так что берем вилку или ложку и аккуратно намазываем каждый кусочек бутерброда, ту сторону, которую мы натирали чесноком. Ну а по итогу вот такая вот красотень у меня получилась. Бутерброды получаются невероятно вкусные, разлетаются на ура и всегда будут просить добавки, потому что это очень просто, вкусно, и я думаю, что это блюдо еще и будет и полезным. В маминой тетрадке этот рецепт написан как еврейский салат-намазка номер 2. Почему так? Я не знаю. Следующий рецепт получится не только вкусным, но и еще красивым. Сегодня будем делать лодочки с фаршированным куриным филе. В итоге получим очень сочные и нежные блюда. И для начала нам понадобится небольшой пучок петрушки. Петрушку можно заменить либо шпинатом, либо же салатными листьями. Саму петрушку нужно очень-очень хорошо измельчить и отправляем ее в отдельную глубокую тарелку. Затем берем 2-3 зубчика чеснока и пропускаем их через чесночный пресс в тарелку прямо к измельченной петрушке. Сюда же в тарелку нужно добавить 1 столовую ложку французской горчицы в зернах, немного натертого твердого сыра, 1 столовую ложку сметаны. И все вот это нужно немножко поперчить. Перец добавляйте по своему вкусу. Затем берем ложку и очень хорошо все перемешиваем. И наша очень вкусная начинка для куриных филе уже будет готова. Далее берем непосредственно само куриное филе. Берем хорошо острый нож и прорезаем куриное филе вот так вот пополам. Прорезаем, не разрезаем полностью, а прорезаем. Его нужно будет разложить на 2 части вот так вот, чтобы получился один большой кусок мяса. Внутренность вот этого разрезанного филе немножко нужно поперчить и посолить. Затем вот так вот рукой просто как будто бы втираем соль и перец внутрь мяса, немножко аккуратно. Затем берем 1 столовую ложку начинки, той, что мы готовили. Аккуратно укладываем ее наверх вот так вот на разрезанную часть филе. Разравниваем аккуратно полностью. И филе нам нужно сложить как будто бы обратно, как будто бы мы его не разрезали. Но начинка уже должна будет остаться внутри. Затем вот так вот сложенный кусок филе нужно немножко сверху поперчить и натереть немножко солью. Переворачиваем его на вторую сторону и делаем точно так же. Дальше нам нужно взять кисточку и немножко подсолнечного масла. И вот этот низ куриного филе вот так вот аккуратно смазываем немножко подсолнечным маслом.
Уже готовый зафаршированный кусок филе отставляем в сторонку. С остальными кусками филе нам нужно проделать все точно так же. Сколько вы приготовите их, только зависит от вашего желания. Затем берем двойной лист пергаментной бумаги. Размер пергаментной бумаги должен быть примерно 5-7 см длиннее с каждой стороны за ваше куриное филе, которое вы готовили. На пергамент филе нужно будет уложить уже той частью, которую мы смазали подсолнечным маслом, а верхушку филе нужно тоже смазать подсолнечным маслом. Далее берем за края пергаментной бумаги, вот так вот подгибаем все к центру, и вот эти вот края нужно свернуть, как будто бы вы сворачиваете конфетку. Нужно сделать так, чтобы наше куриное филе оказалось как будто бы в формочке. Получится как будто бы импровизированная лодочка, чтобы во время выпечки, когда будет собираться жидкость, она никуда не повытекала, чтобы осталась полностью вся внутри. Верхушку вот так вот немного подгибаем, этим самым мы делаем ее более устойчивой, более такой упругой. И в итоге у нас должно будет получиться что-то похожее на импровизированную лодочку. И вот точно таким же образом нам нужно сделать остальные лодочки на те куски филе, которые вы для себя заготовили. Далее нам еще понадобится один помидор, и его нужно нарезать на вот такие вот полукольца. Берем наши уже готовые лодочки, берем остатки натертого твердого сыра. Аккуратно вот так вот каждое филе посыпаем поверху сыром. Затем на каждую лодочку мы укладываем наверх на сыр половинку нарезанного помидора полукольцами, вот так вот, как будто бы лесенкой. А наверх на помидоре опять насыпаем небольшое количество натертого твердого сыра. Аккуратно перекладываем наши лодочки на противень и отправляем его в разогретую духовку до 200 градусов примерно на 35-40 минут. Но смотрите, время выпечки зависит от вашей духовки. Оно может быть либо больше, либо меньше. У меня лодочки простояли в духовке 45 минут. Аромат стоит на пол подъезда. Получились они вот такие вот красивые, ароматные и очень-очень сочные. Смотрите, жидкость по краям как будто бы еще кипит. И, конечно же, непосредственно перед самой подачей нужно все присыпать немножко измельченной зеленью. Так будет выглядеть более красиво и более ароматно. Далее берем тарелку, достаем филе из лодочки. Получается вот такой вот необычный, красивый, аппетитный кусок. Но делайте все аккуратно, потому что все еще горячее. Жидкость, которая осталась, ее можно использовать в качестве подливки к картошке, либо к спагетти. Ну а сыр, который расплавился и остался в жидкости, тоже можно выложить вот так вот аккуратно на тарелку, он тоже очень-очень вкусный. Ну и посмотрите, после того, как вы разрежете вот это вот филе, оно внутри оказывается очень нежное, сочное и очень-очень вкусное. Начинка, которая осталась внутри, тоже очень необычная и придает свой неповторимый вкус. Ну и в завершение еще одно очень-очень вкусное блюдо, которое покажется сложным, но оно готовится легко, а получается очень вкусно. Сегодня готовим рульку. Получится очень обалденное блюдо, которое понравится всем. Делается все легко, главное не бояться. Уверен, что блюдо получится шикарным даже у тех, кто никогда его не делал. А самое главное, что получится очень много и недорого, так как рульки в мясных магазинах продают не слишком дорого. Итак, первым делом рульку нужно будет хорошо вымыть и высушить бумажным полотенцем, чтобы она была сухой. Затем рульку прорезаем с одной стороны и стараемся достать из рульки кость. Самое главное, не прорежьте кожу насквозь, она у вас должна остаться цельным куском. Делайте все аккуратно и не спеша. Итак, после того, как вы отделили кость, эту кость не нужно выбрасывать, из нее получится либо хороший суп, либо же отличный холодец. Дальше полностью со всей кожи, которая у вас осталась цельным куском, нужно срезать мясо таким образом, чтобы кожа нигде не прорезалась. Она должна будет остаться целым куском. Во время обрезания полностью все мясо вам не удастся хорошо, красиво обрезать. Пускай оно остается на коже, это ничего страшного. Далее вот этот кусок, что у нас остался с кожей на столе, нужно будет немножко поперчить и посолить. Соль и перец добавляйте по своему вкусу, не слишком много. Складываем ее аккуратно вот так вот пополам, отставляем в сторонку, пускай дожидается своего времени. Далее мы берем мясо, которое мы обрезали, и нам его нужно будет нарезать на такие вот небольшие полоски толщиной примерно по 1,5-2 см. Не старайтесь их сделать слишком равномерными, главное это мясо нам полностью все немного измельчить, чтобы оно не было большими кусками. Затем полностью все нарезанное мясо распределяем равномерным слоем, накрываем пищевой пленкой, берем молоток для отбивных и хорошо отбиваем с одной стороны. После того, как вы отбили мясо, полностью все куски отправляем в отдельную глубокую тарелку. Затем к мясу добавляем кухонную соль, 1,5 чайные ложки. Черный молотый перец, добавляйте его по своему вкусу.
1 чайную ложку копченой паприки, но забегая наперед, паприку можно будет не добавлять. Почему? Досмотрите до конца. Дальше смотрите, сухой горчицы в зернах у меня не оказалось, поэтому я добавляю 1,5 чайные ложки французской горчицы в зернах. Это будет одно и то же. Затем нам понадобится 3 больших зубчика чеснока, и их нужно будет пропустить через чеснокодавку. Ну и после того, как вы вот это все добавили к мясу, не стесняемся и вот так вот руками начинаем все очень хорошо перемешивать. Я бы даже сказал, что мясо нужно будет еще немного руками отжимать. Таким вот образом мясо очень хорошо пропитается теми специями, которые мы добавили. После того, как вы все хорошо перемешаете, мясо оставляем в таком положении примерно на 30-40 минут, пускай оно хорошо промаринуется. Ну а после того, как мясо промариновалось, берем шкуру, раскладываем ее вот так вот прямым куском. И затем полностью все мясо, которое вы мариновали, равномерным слоем раскладываем полностью на всю шкуру. Если вы первым слоем разложите мясо и у вас оно останется, ничего страшного. Раскладывайте его вторым слоем в те места, где, по вашему мнению, его оказалось мало. Далее с любого края, с которого вам удобнее, начинаем сворачивать рулет. Старайтесь это сделать как можно плотнее. Если по краям мясо будет выскакивать, его поправляем вот так вот руками, чтобы оно осталось внутри. Далее нам понадобится рукав для выпечки. Его нужно будет разрезать таким образом, чтобы получился не рукав, а один сплошной лист. И вот тот рулет, который у вас получился, аккуратно заворачиваем в рукав для выпечки. Затем его стараемся уплотнить как можно больше, таким вот образом, как будто бы вы заворачиваете конфету. Держим за края, несколько раз вот так вот прокручиваем и стараемся как можно сильнее уплотнить. Затем нужно будет взять нитки. Если у вас будет помощник, будет намного легче. И вот эти хвостики, которые получились, нужно будет связать. Но старайтесь сделать так, чтобы рулет у вас был как можно плотнее. Далее нам понадобится еще фольга. И вот эту колбаску, которая у вас есть, нужно будет хорошо завернуть в фольгу примерно в 3-4 слоя. Я заворачивал этот рулет в 4 слоя и получилось очень плотно. Это очень хорошо. Зачем так заворачивать? Нам нужно добиться такого результата, чтобы все соки, которые будут, остались внутри, чтобы наше будущее изделие было сочным. Затем вот этот сверток, который у нас получился, отправляем его на противень, а затем отправляем все в разогретую духовку до 170 градусов ровно на 2 часа. Через 2 часа достаем все из духовки, и нашему свертку нужно будет дать хорошо остыть. Еще нам нужно будет установить вот это все под пресс. Выносим на балкон, и остывать оно у меня будет целую ночь. Ну что ж, друзья, прошла целая ночь. Вот такой вот сплюснутый кирпичик у меня получился. Снимаем аккуратно полностью всю фольгу. Затем снимаем рукав для выпечки, в котором все готовилось. Ну а в итоге получилось вот такое вот необычное блюдо. Вот такой вот необычно красивый рулет. Да, самый первый кусочек, который я нарезаю, он форму не держит, потому что здесь не хватило немножко шкуры. И самый край пресс нехорошо притамбовал. Но в остальном, смотрите, форму держит красиво, отлично, ничего нигде не разваливается. Узор получился красивый. Вот насчет паприки. Почему я сказал, что паприку можно будет не добавлять? Из-за копченой паприки я хотел добиться такого результата, как будто бы оно все было с копченым вкусом. Но паприка дала всего лишь свой красивый узор, а копченого вкуса я не добился. Ну что ж, на этом сегодняшнее приготовление рульки подошло к концу. Если вам понравилось, обязательно поставьте лайк. Если не понравилось, давайте в комментариях пообсуждаем, что именно вам не понравилось. Напоминаю, рецепт получается недорогой, но очень-очень вкусный. Также рекомендую посмотреть предыдущую подборку из 4 великолепных салатов для новогодних праздников. Ну а мы с вами, как всегда, встретимся в новых видео на канале Аппетитная кухня. Всем пока, всем до скорых встреч!